Муаммар Каддафи. Революционер, ливийский политический деятель, а также неофициальный глава Ливии. Точная дата рождения находится под вопросом. Разные источники сообщают, что от 1940 до 1942 года в нескольких десятках километров от города Сирт его отец, выходец из племени Аль-Каддафа, кочевал с места на место, пас верблюдов и коз. Мать с 3 старшими дочерьми занималась домашним хозяйством. После того, как Каддафи закончил начальную школу, он поступил в среднюю школу в городе Себха. Во время учебы Муаммар очень любил читать книги о героях, что, скорее всего, это повлияло на него в будущем. В это время учебы будущего полковника Каддафи происходит появление оппозиционного движения в Ливии, происходит недовольство режимов короля среди народа. Вскоре Муаммар в 1956-1961 годах уже сам руководит одной из оппозиционной группой. В октябре 1961 года Каддафи организовал демонстрацию в поддержку Алжирской революции, за что он был арестован, а после вовсе выслан из города. Свою учебу он заканчивает в лицее города Мисурат в 1963 году, где он также организовывает подпольное ополчение для поиска большего количества единомышленников. В этом же году был съезд 3 подпольных групп из Мисураты, Себхи и Триполи, где было принято решение организовать единую нелегальную организацию, которая делилась на военных и гражданских. Люди из первой группы вместе с Муаммаром Каддафи поступили в военное училище. Вторая же группа отправились в высшие учебные заведения. Каддафи сразу же зарекомендовал себя примерным курсантом, ни разу не открыв свои настоящие намерения. Уже в 1964 году недалеко от города Бенгази проходит первый съезд организации, на котором был создан кодекс и избран состав Центрального комитета, которому было поручено проводить подготовку восстания. Комитет собирался каждый месяц, а после был поделен на группы, которые действовали автономно. Все действия и состав групп знал только Муаммар Каддафи. Военный колледж был окончен, и связь между группами ухудшилась. Всех курсантов раскидали в разные войска. Каддафи был отправлен в войска связи в лагерь, находящийся вблизи Бенгази. Муаммар все так же руководил организацией, назначал все места встреч, и вся информация поступала напрямую к нему. В оппозицию все больше вступало офицеров из различных вооруженных сил. Нравится наше видео? Тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под данным видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, а также поделитесь этим видео с друзьями. А мы продолжаем. Хорошим толчком для революции стала Июньская война 1967 года. В стычке между израильтянами и арабами, где последние потерпели поражение, вызвало огромное недовольство в армии, так как правительство не разрешило армии участвовать в отражении израильской атаки. В армии, помимо оппозиционеров королевского режима, были группы, которые поддерживали его. И возглавлял одну из таких течений полковник Абдель-Азиз Шелхи, брат советника короля. Имея приличную численность сторонников ополчения, Каддафи как внутри армии, так и среди гражданских был разработан план вооруженного военного выступления. Правда, само выступление, целью которого стояло свержение королевского режима, отменялось не один раз. В 1969 году летом в армии опять произошло перемещение офицерского состава. Каддафи отправили в Триполи для прохождения службы, из-за чего пришлось корректировать план офицеров-оппозиционеров. Вскоре прошла информация о том, что король Идрис отправляется за границу на курс лечения. И сразу же просочились слухи о том, что полковник Шелхи намеревается отправить большую группу офицеров за границу. Около половины данной группы были члены подпольной организации, среди которых был и Муаммар Каддафи. Это значило лишь то, что полковник Шелхи со своими сторонниками намеревается захватить власть и установить парламентскую форму правления. Вооруженное восстание подпольной организации назначено на 1 сентября. Каддафи быстро возвращается в Бенгази, и утром 1 сентября 1969 года одновременно начинаются выступления в Бенгази, Триполи и других городах страны. Члены организации захватывают контроль над государственными и военными объектами, а подъезды к американским базам были заблокированы заранее. Выступив по радио, Каддафи объявляет о свершении монархии в стране. Спустя несколько недель после революции Муаммар Каддафи объявлен руководителем революции и председателем СРК, а также ему было присвоено звание полковника. Уже через пару месяцев изменение режима начало себя показывать. Представитель Ливии заявил о ликвидации на своей территории всех иностранных баз, также о расторжении договоров с США и Англией.
Первыми итогами стало создание Временной конституционной декларации и объявление ислама официальной государственной религией. Одна из главных целей революции было построение социализма, основанного на религии, морали и патриотизме. Прийти к такому Каддафи с соратниками хотели путем обеспечения социальной справедливости, распределения национальных богатств и высоким уровнем производства. А Муаммар Каддафи назначается главой Ливийской Арабской Республики. Полковник Каддафи пишет «Зеленую книгу», которая становится главным документом по идеологии государства и по сей день. У него были свои мысли о том, как должно держаться государство, и они держались на нескольких принципах, из которых и выходит лозунг «Власть, богатство и оружие в руках народа». Из-за чего в мае 1973 года в Зуваре, после речи Каддафи, где была предложена идея о передаче власти народу, начался период народной революции. Получается так, что в стране происходит народовластие, и роль лидера страны по сути своей не существует. В 1974 году Каддафи освобождается от всех обязанностей правителя и хочет отдаться полностью идеологической работе. Но при этом он все же занимал должность главы государства и главнокомандующим армией до 1977 года. После Муаммар Каддафи является только лидером ливийской революции. Преобразование общества Ливии и политическую систему Джамахирия протекла очень медленно, но при этом она привела народ к политической активности. В ноябре 1992 года в городе Сирт было принято решение о создании в Ливии новой политической структуры. Было предложено перейти стране на новую ступень народовластия и стать образцом Джамахирии. Это было необходимо, потому что такое народовластие было с большими изъянами и создавало пропасть между массами и руководством. В целом, социалистическая народная арабская Джамахирия продолжает курс на построение нового исламского социалистического общества, где господствует лозунг «Власть, богатство и оружие в руках народа». Находясь при власти, Каддафи спокойно передвигался по городу, вместе со своей женой закупался продуктами в супермаркете. Но после очереди покушений на него и ранения в руку он изменил свой образ жизни. Свел свой круг общения к минимуму и перебрался на военную базу Азизию. Лидер обезопасил себя по максимуму, постоянно усиленные посты, которые контролируют все подходы к местопребыванию Каддафи. При выезде в Триполи вместе с Муаммаром отправляется конвой из 3 колонн машин, и никто не знает, в какой из машин находится полковник Каддафи. При таком закрытом образе жизни сам лидер всем заверяет, что он простой человек. Рабочий день ливийского лидера длился 16-18 часов, но пара часов сна и несколько физических упражнений делают чудо. Он бодр и свеж. В результате тщательного, спланированного восстания при поддержке США ливийский лидер был убит во время вооруженного штурма на Сирт 20 октября 2011 года. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Если вы хотите увидеть еще больше интересного контента и получать больше полезной информации, то подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк под видео, а также не забывайте делиться видео с друзьями. Дальше больше.